друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшний наш эфир – это разбор, можно сказать, двух скандалов, громких или негромких, но они попали в эфир Янине Соколовой, и получается, что эти два инцидента, не будем называть их громкими скандалами, обсуждает большое число граждан Украины. Если не вся Украина, то какое-то количество украинцев. Что это за инциденты? Первый – это конфликт в отделении Ощадбанка в городе Львов, где ветеран войны требовал обслуживания без очереди. А второй – это языковая перепалка в Одесском парке отдыха. Эти две незначительные истории, подхваченные блогером Яниной Соколовой, можно сказать, вызвали бурю эмоций в соцсетях. Но что скрывается за вот этими вот эмоциями, за этими эмоциями, которые следуют за громкими заголовками? Если там правда, в этой интерпретации Янины Соколовой этих двух инцидентов, или все это лишь манипуляции? Разберем по полочкам с точки зрения в том числе и закона, и здравого смысла. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте, донатьте и поехали. Итак, первый случай. В отделении Ощадбанка во Львове мужчина, представившийся ветераном войны, требует обслуживания без очереди. Ссылаясь на инвалидность, женщина в очереди возражает, и начинается конфликт. Ветеран снимает ее на видео, угрожая выложить запись в соцсети. История быстро разлетается по интернету, а Янина Соколова с жареными фактами в своем блоге выставляет женщину чуть ли не врагом нации. Но, друзья, давайте разберем. С юридической точки зрения право на внеочередное обслуживание для ветеранов и лиц с инвалидностью закреплено в украинском законодательстве. В частности, в законе Украины о социальной защите ветеранов войны. Но, друзья, есть важный нюанс. Это право должно быть подтверждено документом, удостоверением ветерана или справкой об инвалидности. Что мы знаем из этой истории? Нам неизвестно, предъявил ли мужчина соответствующий документ. Если он просто заявил «я ветеран» и потребовал обслуживания, но не показал удостоверение, то возмущение женщины в очереди абсолютно законно. Почему? Потому что в правовом государстве никто не обязан верить на слово. Представьте, я захожу в банк и говорю: я юрист, обслуживаете меня первым. Смешно, правда? А Янина Соколова в своем блоге для людей, которые подписались на ее видеоканал, а это ни много ни мало 2 миллиона, акцентирует на статусе ветерана, вызывая сочувствие. Но, друзья, она умалчивает о главном. Был ли документ? И вот в этой ситуации, когда есть факт умалчивания,
это чистейшей воды манипуляция. Манипуляция со стороны Янины Соколовой. Она играет на эмоциях, чтобы выставить женщину агрессором, хотя та, возможно, просто защищала свои права. Давайте подумаем, если каждый начнет требовать привилегий без подтверждения, что будет с очереднями? Хаос. И еще один момент. Ветеран снимал женщину на видео без ее согласия. Это уже нарушение статьи 307 Гражданского кодекса Украины, которая защищает право на приватность. Угрозы выложить видео в соцсети – это давление, а в некоторых случаях может трактоваться как нарушение общественного порядка. Мой вердикт. Без доказательств того, что мужчина предъявил документ, конфликт, так называемый конфликт, это буря в стакане воды. Соколова раздувает из мухи слона, чтобы подогреть патриотические чувства. Но, друзья, закон – это не эмоции. Закон – это факты, доказательства. Вот так вот. Теперь второй случай. Языковый или так называемый языковый скандал в Одесском парке отдыха. Группа женщин просит другую женщину, работающую за ноутбуком в беседке, пересесть с большего стола за меньший стол, чтобы освободить место для их компании. Но та с ноутбуком отказывается, и начинается перепалка. Есть нюанс. Женщина в Одесском парке за ноутбуком говорит на украинском, а те, кто просят ее пересесть, на русском. В итоге одна сторона, украиноязычная, так сказать, женщина в единственном числе, посылает другую сторону русскоязычную, в Москву. Другая сторона, то есть русскоязычная, не остается, так сказать, в накладе. Так? И посылает украиноязычную сторону во Львов. Ну, смешно или не смешно, но факт есть факт. Янина Соколова, конечно же, на стороне украиноязычной женщины. Но давайте опять разберемся. О чем этот конфликт на самом деле? С юридической точки зрения никто не обязан уступать свое место в общественном месте, если оно занято законно. Беседка в парке – это общественное пространство, а женщина с ноутбуком имела полное право там работать. Просьба пересесть – это не требование по закону, а вопрос вежливости. Отказ тоже не нарушение. Но Соколова акцентирует не на этом, а на языковом аспекте. Она подает конфликт как борьбу украиноязычных патриотов против русскоязычных. И это, друзья, манипуляция чистой воды. Конфликт был бытовым. Люди не договорились о месте. Язык тут лишь повод раздуть скандал. Более того, оскорбление с обеих сторон.
Одна сторона посылает в Москву, вторая сторона посылает во Львов. Это, друзья, нарушение статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях. Мелкое хулиганство. Обе стороны вели себя некорректно. Но Соколова почему-то оправдывает одну, потому что та говорила на украинском. И это уже двойные стандарты. Если мы начнем делить людей на правильных и неправильных по языку, куда мы придем? Это искусственное разделение общества. И такие блогеры, как Соколова, только подливают масло в огонь. Закон не делит граждан по языку. Все равны. Мой вердикт. Конфликт бытовой, а языковая тема – это надуманный повод для хайпа. Соколова использует патриотизм, чтобы манипулировать зрителями. Но правда в том, что обе стороны повели себя не лучшим образом. Итак, друзья, что мы имеем? Два скандала, которые на первый взгляд кажутся важными, но при ближайшем рассмотрении это либо недопонимание, либо искусственно раздутый хайп. В случае с Ощадбанком ключевой вопрос, был ли документ у ветерана. Без этого говорить о праве на внеочередное обслуживание бессмысленно. В Одесском парке конфликт вообще не о языке, а о бытовой невежливости. Но Янина Соколова подает его как языковую войну. Друзья, такие истории – это пример того, как эмоции пытаются подменить факты. Моя задача как юриста показать вам, где правда, а где манипуляция. Не поддавайтесь на провокации. Проверяйте информацию и думайте своей головой. Можно подумать, что в такой манипулятивной информационной среде, которую создают такие блогеры, как Янина Соколова, может скоро в Украине появиться лавки с надписью «Только для украиномовных». И это будет в результате того, что мы поверим таким блогерам, как Соколова. Но, друзья, я верю, что мы умнее и не дадим разделить нас по языку или другим признакам. Если вам понравился этот разбор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что думаете об этих историях, донатьте. Хотите, чтобы я разбирал другие громкие случаи, то давайте, поддерживайте канал, пишите свои случаи, рассказывайте, и я подготовлю новый выпуск. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч, друзья!